Урок 1. Поиск дешевых авиабилетов на сайтах сравнения. Привет, Анна. Тогда вы можете использовать сайты сравнения, чтобы найти самые дешевые авиабилеты. Привет, Джон. Сайты сравнения действительно помогают найти доступные варианты путешествий. Они позволяют сравнивать цены разных авиакомпаний и принимать обоснованные решения. Это удобно. Какие сайты для сравнения вы рекомендуете? Некоторые популярные из них включают Skyscanner, Kayak и Google Flights. Я слышала о них. Предоставляют ли они точную и актуальную информацию? Да, они собирают данные непосредственно от авиакомпаний и туристических агентств, обеспечивая надежную информацию. Это обнадеживает. Есть ли какие-либо особенности, на которые следует обратить внимание при использовании этих веб-сайтов? Ищите гибкие варианты дат, которые помогут вам найти более дешевые авиабилеты, скорректировав даты поездки. Гибкость действительно может существенно повлиять на цены на авиабилеты. А как насчет других факторов, таких как пересадка или плата за багаж? Результаты поиска можно фильтровать на основе таких предпочтений, как продолжительность остановки и норма провоза багажа. Это полезно для адаптации поиска к нашим конкретным потребностям. Есть ли дополнительные советы по эффективному использованию этих веб-сайтов? Рекомендуется настроить оповещения о ценах на желаемые направления. Таким образом, вы будете уведомлены о снижении цен. Оповещения о ценах могут стать ценным инструментом для получения лучших предложений. Есть ли другие предложения? Обязательно очистите файлы куки браузера или используйте режим инкогнито при поиске. Некоторые веб-сайты могут отслеживать вашу активность и соответствующим образом корректировать цены. Этого я не знала. Удаление файлов куки или использование режима инкогнито помогут избежать потенциальных манипуляций с ценами. Именно так. Сделав эти шаги, вы сможете максимально использовать возможности сайтов сравнения и найти самые дешевые авиабилеты. Спасибо, что поделились этими мыслями, Джон. Я учту их при планировании будущих путешествий. Добро пожаловать, Анна. Надеюсь, они окажутся полезными в поиске выгодных предложений на авиабилеты. Я ценю это. Воспользуйтесь сайтами для сравнения, чтобы сделать наши мечты о путешествиях более доступными. Приветствую вас, Анна. Пусть наши приключения будут наполнены интересными направлениями и бюджетными рейсами. Конечно, Джон. Давайте отправимся в незабываемое путешествие без больших затрат. Действительно, Анна. Счастливых путешествий и желаю вам на этом пути найти самые выгодные предложения. Урок 2. Советы по фотографии для начинающих. Привет, Анна. Фотография действительно кажется захватывающей. Какие-нибудь советы для новичков? Привет, Джон. Абсолютно. Вот несколько советов для начала работы с фотографией. У меня все уши. Какой первый совет вы можете дать новичкам? Начните с знакомства со своей камерой. Прочитайте руководство и поэкспериментируйте с настройками. Понимание функций камеры имеет решающее значение для получения лучших снимков. Какой следующий совет? Обратите внимание на композицию. Используйте правила третей и экспериментируйте с разными углами и перспективами. Композиция может существенно повлиять на эффект фотографии. Есть ли другие предложения? Освещение играет решающую роль в фотографии. Поэкспериментируйте с естественным освещением и научитесь управлять им с помощью таких методов, как компенсация экспозиции. Освоение освещения действительно может улучшить качество фотографий. На чем еще следует сосредоточиться новичкам? Практика ведет к совершенству.
Возьмите с собой камеру куда угодно и снимайте вдохновляющие моменты. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше станете. Хотите поделиться дополнительными советами? Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки. Именно методом проб и ошибок вы будете учиться и расти как фотограф. Очень важно принять участие в учебном процессе. Спасибо за эти ценные советы, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, они помогут вам отправиться в увлекательное фотопутешествие. Я благодарна за это. Мне не терпится применить эти советы на практике и улучшить свои навыки фотографии. Не сомневаюсь, что вы сделаете несколько потрясающих снимков. Не забывайте получать удовольствие от процесса и получать удовольствие. Конечно, Анна. Удовольствие от фотографии заключается в том, чтобы запечатлеть моменты и проявить творческий потенциал. Хорошо сказано, Джон. Давайте познакомимся с искусством фотографии и запечатлеем красоту окружающего мира. Приветствую вас, Анна. Пусть наши фотографии рассказывают истории и вызывают эмоции, которые найдут отклик у других. Действительно, Джон. Давайте продолжим исследовать и захватывать мир с помощью наших уникальных перспектив. Урок 3. Оценка цветов и текстур одежды. Привет, Анна, это рубашка хорошего цвета. Что ты об этом думаешь? Привет, Джон. Оно хорошее, но другое выглядит мягче. То есть вы предпочитаете другую рубашку из-за ее более мягкого внешнего вида? Да, текстура другой рубашки мне кажется более привлекательной. Понимаю. Текстура действительно влияет на внешний вид и внешний вид одежды. Что-нибудь еще вы заметили? Цвет первой рубашки яркий, но у второй более тонкий тон. Нежные тона могут придать другую эстетику. Интересно, как цвета могут вызывать разные настроения. Абсолютно. При выборе одежды важно учитывать общий внешний вид одежды. Согласовано. И цвет, и текстура вносят свой вклад в общую привлекательность и стиль. В конечном итоге все сводится к личным предпочтениям и тому, как вы хотите выразить себя с помощью моды. Это правда. Мода позволяет нам демонстрировать наши уникальные вкусы и индивидуальность. Определенно. Удивительно, как разные цвета и текстуры могут создавать разные модные образы. Это творческий способ выразить себя и заявить о себе, не говоря ни слова. Мода действительно является формой невербального общения. Она может многое рассказать о том, кем мы являемся. Отлично сказано, Анна. Спасибо, что поделились своим мнением об оценке цветов и текстур одежды. Добро пожаловать, Джон. Всегда интересно обсуждать нюансы моды и личного стиля. Действительно. Наша цель — воплотить свою индивидуальность в одежде, которую мы носим, и в выбираемых нами цветах. Приветствую вас, Джон. Пусть мы всегда находим радость и уверенность в своих модных решениях. Конечно, Анна. Давайте продолжим исследовать и экспериментировать с различными цветами и текстурами, которые нам нравятся. Урок 4. Пропаганда позитивных перемен. Привет, Анна. Я хочу внести свой вклад в пропаганду позитивных перемен. Привет, Джон. Это замечательно. Какие конкретные действия вы рассматриваете? Я планирую изучать важные социальные вопросы, чтобы лучше понять проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Образование — отличная отправная точка.
Оно дает нам возможность принимать обоснованные решения и принимать значимые меры. Я также хочу общаться с другими людьми, поощряя открытый диалог и сочувствие. Содержательные беседы могут способствовать пониманию и устранению разногласий между различными точками зрения. Я верю в силу коллективных действий, поэтому изучаю способы присоединиться к инициативам местных сообществ или поддержать их. Участие в общественных инициативах – отличный способ добиться позитивных изменений на низовом уровне. Кроме того, я хочу использовать свой голос и платформу для повышения осведомленности о важных для меня вопросах. Ваш голос может вдохновлять и влиять на других. Это мощный инструмент перемен. Я также рассматриваю возможность поддержки организаций, которые соответствуют моим ценностям, путем пожертвований или волонтерства. Финансовая или временная поддержка организаций может существенно повлиять на их работу. Наконец, я хочу постоянно учиться и быть в курсе текущих событий и социальных проблем. Хорошая информированность позволяет нам оставаться вовлеченными и принимать обоснованные решения в нашей адвокатской деятельности. Абсолютно. Вместе, своими индивидуальными действиями, мы можем внести свой вклад в построение более инклюзивного и справедливого общества. Не могу не согласиться, Джон. Давайте вдохновим на позитивные перемены, действуя и становясь проводниками прогресса. Отлично сказано, Анна. Наша цель — изменить мир к лучшему и оказать положительное влияние на окружающий мир. Приветствую вас, Джон. Пусть наши коллективные усилия создадут более светлое и справедливое будущее для всех. Действительно, Анна. Давайте продолжим выступать за позитивные перемены шаг за шагом. Урок 5. Выражение себя с помощью творческих возможностей. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты искал разные творческие возможности. Что ж, так держать. Это отличный способ выразить себя. Привет, Джон. Спасибо за поддержку. Участие в творческой деятельности принесло настоящее удовольствие. Я видел ваши работы, и они впечатляют. Что вдохновляет тебя на творческое самовыражение? Я черпаю вдохновение в повседневной жизни, природе, эмоциях и переживаниях, которые меня формируют. Удивительно, как искусство может улавливать и передавать эмоции таким уникальным и мощным способом. Абсолютно. Это позволяет мне передавать мысли и чувства, которые трудно выразить одними словами. Я вижу, как творческие каналы дают ощущение свободы и самовыражения. Есть ли другие преимущества, которые вы получили? Занятия творчеством помогают мне расслабиться, снять стресс и обрести чувство внутреннего покоя. Это замечательно. Творческие занятия действительно могут положительно повлиять на наше общее самочувствие. Определенно. Это форма ухода за собой, которая питает душу и приносит радость в повседневную жизнь. Я рада, что вы нашли что-то, что приносит вам удовлетворение. Можете ли вы посоветовать тем, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал? Я бы посоветовал начать с того, что вам действительно интересно и чем вы увлечены. Позвольте любопытству руководить вами. Это ценный совет. Энтузиазм часто является движущей силой создания чего-то действительно значимого. Кроме того, не бойтесь экспериментировать, делать ошибки и учиться на них. Примите участие в процессе роста и открытий. Ключевое значение имеет вовлечение в учебный процесс. Спасибо, что поделились этими мыслями, Анна. Добро пожаловать, Джон.
Надеюсь, это вдохновит других раскрыть свой творческий потенциал. Уверена, что так и будет. Мы готовы найти новые творческие возможности и найти радость в самовыражении. Приветствую вас, Джон. Пусть мы и дальше будем развивать свой творческий дух и вдохновлять других. Конечно, Анна. Давайте продолжим исследовать и выражать себя в удивительном мире творчества. Урок 6. Изучение трансфера до отелей. Привет, Анна. Я слышала, что появился новый трансфер. Отлично. Это прямой трансфер до всех отелей. Привет, Джон. Да, это удобный прямой трансфер, который обеспечивает трансфер до различных отелей в этом районе. Это фантастическая новость. Это значительно облегчило бы путешествие для посетителей и туристов. Абсолютно. Это избавляет от проблем с поиском транспорта или навигацией по системам общественного транспорта. Знаете ли вы, курсирует ли шаттл в определенное время или курсирует в течение дня? Трансфер курсирует по расписанию, обычно курсирует в часы пик и предлагает регулярные трансферы. Приятно это знать. Это гарантирует, что гости могут рассчитывать на трансфер для удовлетворения своих транспортных потребностей. Да, и это также дает ощущение надежности и спокойствия, особенно для тех, кто не знаком с этой местностью. Думаю, эта услуга будет особенно полезна для людей с тяжелым багажом или особыми потребностями в мобильности. Определенно. Трансфер призван удовлетворить требования различных пассажиров к комфортному путешествию. Это вдумчиво. Я рад, что при предоставлении этой услуги они учли разнообразные потребности путешественников. Это свидетельствует об их стремлении улучшить общее качество обслуживания гостей отеля. Взимается ли дополнительная плата за пользование трансфером или она включена в стоимость проживания в отеле? Трансфер, как правило, бесплатный для гостей отеля, что обеспечивает удобный и экономичный вариант транспортировки. Это отличная добавленная стоимость для гостей. Это делает проживание в отелях еще более привлекательным. Абсолютно. Это один из факторов, который может улучшить общее впечатление и удовлетворенность посетителей. Я рад поделиться этой информацией с друзьями и семьей, которые планируют посетить этот район. Они наверняка оценят удобство и простоту использования прямого трансфера. Спасибо, что поделилась этими подробностями, Анна. Приятно знать, что для гостей отеля есть надежный вариант транспорта. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно делиться полезной информацией. Желаем вам беспроблемных путешествий и приятного отдыха в отелях. Приветствую вас, Анна. Пусть трансфер обеспечит комфортные условия для всех гостей отеля. Урок 7. Максимизация стоимости пятизвездочных отелей при ограниченном бюджете. Привет, Анна. Я остановлюсь в пятизвездочном отеле, но у меня ограниченный бюджет. Какие-нибудь предложения? Привет, Джон. Несмотря на ваши бюджетные ограничения, есть способы максимизировать стоимость пятизвездочных отелей. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Это было бы здорово. Я все еще хочу насладиться роскошью и удобствами без перерасхода средств. Один из вариантов — рассмотреть возможность бронирования в непиковый сезон или в будние дни. В такие периоды отели часто предлагают более низкие цены. Бронирование в непиковое время имеет смысл.
Я учту это, чтобы воспользоваться любыми потенциальными скидками. Другая стратегия заключается в поиске специальных акций или пакетов. При определенных бронированиях в отелях могут действовать скидки или дополнительные преимущества. Неплохая идея. Я обязательно загляну на сайт отеля или свяжусь с ними напрямую, чтобы узнать о любых доступных акциях. Кроме того, вы можете рассмотреть возможность бронирования через туристические сайты или онлайн-платформы, предлагающие скидки в пятизвездочных отелях. Я изучу эти платформы. Надеюсь, я смогу найти выгодное предложение, соответствующее моему бюджету. Также стоит рассмотреть программы лояльности или членства в отелях. Они могут предоставить доступ к эксклюзивным скидкам или льготам. Я проверю, есть ли в отеле программа лояльности или есть абонементы, которые помогут мне сэкономить на проживании. Наконец, не стесняйтесь договариваться или запрашивать повышение класса обслуживания в отеле. Иногда они могут захотеть уложиться в ваш бюджет. Я не рассматривал возможность ведения переговоров или запроса обновлений. Я попробую посмотреть, сработает ли оно. Это стоит попробовать. Помните, что вежливость и дружелюбие могут иметь большое значение в таких ситуациях. Спасибо за эти ценные советы, Анна. Я чувствую себя увереннее в том, что нахожу баланс между роскошью и доступностью. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вы сможете насладиться незабываемым пребыванием в этом пятизвездочном отеле, не ограничивая свой бюджет. Я ценю ваше руководство. Я постараюсь найти идеальное сочетание роскоши и стоимости во время моего пребывания. Приветствую вас, Джон. Желаю вам приятных впечатлений в этом пятизвездочном отеле, не выходя за рамки ограниченного бюджета. Спасибо, Анна. Я постараюсь максимально использовать свое пребывание и насладиться удобствами без перерасхода средств. Урок 8. Изучение креативности в кулинарии. Привет, Анна. В последнее время я стараюсь более творчески подходить к приготовлению пищи. Какие-нибудь предложения? Привет, Джон. Приятно это слышать. Вот несколько идей, которые помогут вам развить свой кулинарный творческий потенциал. Мне не терпится научиться новым техникам или сочетаниям вкусов. Что вы порекомендуете? Один из способов проявить творческий подход — поэкспериментировать с разными специями и травами. Они могут изменить вкус ваших блюд. Звучит интересно. Есть ли какие-либо конкретные специи или травы, которые вы предлагаете попробовать? Для начала можно выбрать несколько универсальных вариантов: тмин, паприка, куркума, розмарин и базилик. Они могут добавить глубины и сложности вашим блюдам. Обязательно запасусь этими специями. Будет интересно поэкспериментировать с разными комбинациями. Другая идея заключается в изучении интернациональной кухни. Каждая культура имеет свои уникальные вкусы и технологии, которые вы можете использовать в своей кулинарии. Отличное предложение. Я могу расширить свой кулинарный кругозор, попробовав рецепты из разных уголков мира. Абсолютно. Это фантастический способ открыть для себя новые вкусы и расширить свой кулинарный репертуар. Есть ли какие-либо особые блюда интернациональной кухни, которые вы рекомендуете попробовать? Некоторые популярные и разнообразные блюда включают итальянскую, тайскую, мексиканскую, индийскую и японскую кухню. Они предлагают широкий выбор вкусов и блюд, которые стоит попробовать. Я изучу рецепты этих кухонь. Будет интересно привнести на мой стол новые вкусы.
Кроме того, не бойтесь изменять существующие рецепты или создавать свои собственные варианты. Кулинария — это искусство, и каждому блюду можно придать индивидуальность. Модифицировать рецепты я еще не очень много пробовал. Я начну экспериментировать и придумывать блюда по-своему. Наконец, подумайте о творческой подаче блюд. Презентация может улучшить впечатление от ужина и сделать ваше блюдо более привлекательными. Творческое нанесение покрытий – отличная идея. Я буду работать над улучшением своих навыков презентации, чтобы мои блюда выглядели так же хорошо, как и вкусно. Помните, что приготовление пищи — это получение удовольствия от процесса и раскрытие своего творческого потенциала. Получайте от этого удовольствие. Спасибо за эти замечательные предложения, Анна. Меня вдохновляет поднять свою кулинарию на новый уровень. Добро пожаловать, Джон! Проявите свое кулинарное творчество и насладитесь радостью создания вкусных и уникальных блюд. Я ценю вашу поддержку. Мы готовы изучить новые вкусы, технологии и насладиться кулинарным искусством. Приветствую вас, Джон! Пусть ваши кулинарные приключения будут наполнены восхитительными вкусами и приятными творениями. Спасибо, Анна. Я постараюсь привнести творческий подход в каждое приготовленное блюдо. Урок 9. Рекомендации и обсуждение книг. Привет, Анна. Мне нужна рекомендация по книге. Мне нравится обсуждать книги. Есть предложение. Привет, Джон! Я с радостью порекомендую вам книгу. Какие жанры или темы вам нравятся? Я открыт для разных жанров, но я склоняюсь к тайнам и приключениям. У вас есть в виду какие-нибудь книги? Одна из книг, которая может заинтересовать вас, «Код да Винчи» Дэна Брауна. В ней сочетаются тайна, история и приключения. «Код да Винчи» звучит интригующе. Я слышал об этом много хорошего. Я добавлю ее в свой список для чтения. Еще одна рекомендация — «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона. Это захватывающий триллер с интригующими персонажами. Я тоже слышала об этой книге. Кажется, это увлекательное чтение. Я обязательно ее посмотрю. Если вы ищете классические приключения, «Остров сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона — это неподвластный времени выбор. «Остров сокровищ» — это действительно классика. Обязательно вернусь к этой приключенческой сказке. Спасибо за предложение. Добро пожаловать, Джон! Я рад, что рекомендации показались вам интересными. Дайте мне знать свои мысли, как только прочитаете их. Я так и сделаю. Мне всегда нравится обсуждать книги, чтобы мы могли поговорить о них в будущем. Звучит замечательно. Я с нетерпением жду обсуждения наших книг. Обмениваться мнениями и идеями всегда полезно. Абсолютно. Делиться своими мыслями о книгах может расширить наше понимание и понимание литературы. Приятного чтения, Джон! Надеюсь, эти рекомендации подарят вам много часов увлекательного повествования. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Мы открываем для себя новые миры и участвуем в содержательных обсуждениях книг. Приветствую вас, Джон! Пусть ваши читательские приключения будут наполнены увлекательными и наводящими на размышления рассказами. Спасибо, Анна. Я с головой погружусь в эти книги и с нетерпением жду наших будущих бесед. Урок 10. Получение хрустящей корочки пиццы при правильном разогреве.
Привет, Анна, я хочу приготовить домашнюю пиццу с хрустящей корочкой. Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Чтобы корочка стала хрустящей, обязательно разогрейте духовку и попробуйте использовать камень для пиццы. Предварительный нагрев духовки имеет смысл. Какую температуру мне следует установить для достижения наилучших результатов? Для получения хрустящей корочки рекомендуется предварительно разогреть духовку до высокой температуры от 475 до 500 градусов по Фаренгейту. Я Использование обязательно камня поставлю для пиццы духовку на помогает высокую равномерно температуру, распределять чтобы тепло получить и желаемый поглощать хруст. влагу, в А результате как чего же камень корочка для пиццы? становится более хрустящей. Во время предварительного нагрева поместите его в духовку. Отличная идея. Я куплю камень для пиццы, чтобы улучшить текстуру корочки и обеспечить ее равномерное приготовление. Прежде чем положить пиццу на камень, дайте ей разогреться вместе с духовкой примерно 30 минут. Это обеспечивает надлежащий нагрев камня. Не забуду дать камню достаточно времени, чтобы он нагрелся. Это очень важно для получения хрустящей корочки. Когда вы будете готовы испечь пиццу, переложите ее на разогретый камень для пиццы, используя кожуру для пиццы или пергаментную бумагу. Я буду осторожен при переносе пиццы на камень. Использование кожуры или пергаментной бумаги должно облегчить задачу. Следите за пиццей во время выпечки, так как из-за высокой температуры она может приготовиться быстрее, чем обычно. Соответствующим образом отрегулируйте время выпечки. Я обязательно буду внимательно следить за пиццей, чтобы она не подгорела. Регулировка времени выпечки гарантирует, что она будет приготовлена до совершенства. Как только пицца будет готова, осторожно выньте ее из духовки с помощью кожуры для пиццы или рукавиц. Дайте ей немного остыть перед тем, как нарезать и подавать на стол. Безопасность прежде всего. Я приготовлю горячую пиццу подходящими инструментами и дам ей немного остыть, прежде чем съесть кусочек. Насладитесь домашней пиццей с хрустящей корочкой, Джон. Уверена, будет очень вкусно. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Готовим аппетитную пиццу с идеальной хрустящей корочкой. Приветствую вас, Джон. Пусть ваша пицца станет кулинарным шедевром, приносящим радость каждому кусочку хрустящей корочки. Спасибо, Анна. Мне не терпится насладиться хрустящей начинкой моей домашней пиццы. Урок 11. Пожалуйста, подпишите в нижней части. Анна, пожалуйста, подпишитесь внизу, Анна. Хорошо, Джон, ты здесь. Спасибо, Анна. Ваша подпись важна для документирования. Понимаю, Джон. Необходимо четко указать, что такое согласие или согласие. Конечно, Анна. Подписывая эти документы, мы подтверждаем наше понимание и принятие указанных условий. В этом есть смысл, Джон. Это обеспечивает ясность и позволяет избежать недоразумений в будущем. Точно, Анна. Всегда лучше иметь четкий отчет о наших соглашениях или обязательствах. Согласен, Джон. Документация играет важную роль в обеспечении прозрачности и подотчетности. Действительно, Анна. Это помогает создать чувство доверия и гарантирует, что все участники будут в курсе происходящего. Это важно, Джон. Это способствует созданию здоровой и профессиональной среды для всех вовлеченных сторон. Конечно, Анна. Это часть поддержания честности и профессионализма в нашей повседневной жизни. Я ценю ваше внимание к деталям, Джон. Это свидетельствует о вашей приверженности тщательности и надлежащему документированию. Спасибо, Анна.
Внимание к деталям очень важно в разных аспектах жизни, и я стремлюсь к этому. Добро пожаловать, Джон. Ваша приверженность качеству и профессионализму заслуживает похвалы. Продолжайте в том же духе. Урок 12. Выбор номера для некурящих. Привет, Анна. Я планирую поездку и хочу убедиться, что у меня есть номер для некурящих. Есть предложение о том, как это обеспечить. Привет, Джон. Отличная идея. При бронировании не забудьте прямо указать номер для некурящих. Звучит прекрасно. При бронировании я обязательно укажу предпочитаемый номер для некурящих. Кроме того, вы можете позвонить напрямую в отель и подтвердить свой запрос на номер для некурящих за несколько дней до прибытия. Я обязательно позвоню в отель ближе к дате прибытия, чтобы еще раз проверить и подтвердить свой запрос на номер для некурящих. При регистрации вежливо напомните сотрудникам стойки регистрации о том, что вы предпочитаете номер для некурящих. Они сделают все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. Отмечено. Во время регистрации я вежливо напомню сотрудникам стойки регистрации, чтобы они знали, что я предпочитаю номер для некурящих. Также рекомендуется пересмотреть политику отеля в отношении курения. В некоторых отелях есть специальное место для курения, и знание этого поможет вам избежать любых потенциальных неудобств. Это полезный совет. Я обязательно ознакомлюсь с политикой отеля в отношении курения, чтобы обеспечить комфортное проживание. Наконец, если у вас возникнут какие-либо проблемы или вы не удовлетворены предоставленным номером, не стесняйтесь обращаться к персоналу отеля. Обычно они готовы помочь и принять необходимые меры. Я учту это. Если возникнут какие-либо проблемы или меня не устроит номер, я свяжусь с персоналом отеля для решения проблемы. Выполнив эти шаги, вы повысите свои шансы забронировать номер для некурящих и насладиться приятным отдыхом во время поездки. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. За среду, свободную от курения и комфортное проживание. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вы отлично проведете время в чистом и свежем номере для некурящих. Спасибо, Анна. Я с нетерпением жду беспроблемного и приятного опыта. Урок 13. Предложения по созданию рабочих мест и доступному медицинскому обслуживанию. Привет, Анна. Вы слышали о недавних предложениях по созданию рабочих мест и доступному здравоохранению? Что вы думаете? Привет, Джон. Да, я слежу за обсуждениями. Крайне важно решать эти проблемы для благополучия людей. Согласен. Создание новых рабочих мест необходимо для экономического роста и снижения уровня безработицы. Абсолютно. Это может положительно повлиять на отдельных людей, семьи и сообщества, обеспечивая стабильность и улучшая средства к существованию. Что касается доступного медицинского обслуживания, важно обеспечить каждому доступ к качественным медицинским услугам без финансового бремени. Не могу не согласиться. Доступное медицинское обслуживание позволяет людям обращаться за необходимым лечением и профилактической помощью, что способствует общему благополучию. Предложения должны быть направлены на то, чтобы сделать здравоохранение более доступным и доступным для всех, независимо от дохода или ранее существовавших заболеваний. Это ключевой аспект. Решая проблему доступности и расширяя страховое покрытие, мы можем стремиться к более здоровому и справедливому обществу. Также важно учитывать устойчивость этих предложений и способы их эффективной реализации в долгосрочной перспективе.
Вы правы. Для обеспечения успеха и долговечности этих инициатив необходим комплексный и устойчивый подход. Содействуя созданию рабочих мест и улучшая доступ к доступному медицинскому обслуживанию, мы можем внести свой вклад в лучшее будущее для отдельных людей и общества в целом. Действительно, эти предложения могут принести позитивные изменения и улучшить жизнь многих людей. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Важно оставаться в курсе событий и участвовать в обсуждениях, затрагивающих нашу повседневную жизнь. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно обсуждать с вами эти важные вопросы. Давайте продолжим оставаться в курсе событий и выступать за позитивные перемены. Конечно, Анна. Вместе мы можем внести свой вклад в развитие общества, в котором приоритет отдается созданию рабочих мест и доступному здравоохранению на благо всех. Вперед в будущее с прекрасными возможностями трудоустройства и доступным медицинским обслуживанием для всех. Приветствую вас, Анна. Пусть наши коллективные усилия приведут к более светлому и инклюзивному будущему для всех. Урок 14. Отправляемся в кассу и собираем находки в благотворительном магазине. Привет, Анна. Сегодня я нашла несколько удивительных вещей в благотворительном магазине. Обязательно пойдем в кассу и заплатим. Мне не терпится показать свои находки в комиссионном магазине. Привет, Джон. Отлично. Благотворительные магазины могут стать сокровищницей уникальных и доступных товаров. Пойдем в кассу и завершим покупку. Мне тоже не терпится увидеть то, что вы нашли. Всегда интересно открывать скрытые драгоценные камни и давать любимым вещам вторую жизнь. Согласен. Покупки в комиссионных магазинах не только позволяют нам находить уникальные вещи, но и способствуют устойчивому развитию, сокращая количество отходов и поддерживая экономику замкнутого цикла. Определенно. От этой ситуации выигрывают все. Мы можем расширить свой гардероб, а также сделать выбор в пользу охраны окружающей среды. А теперь пойдем к кассиру. Важно выразить признательность благотворительному магазину за усилия по сбору этих товаров и предоставлению доступных вариантов. Конечно, Анна. Поддержка местных благотворительных магазинов и их миссии – отличный способ внести свой вклад в развитие сообщества и продвигать экологичные модные практики. Кроме того, интересно размышлять об историях, стоящих за этими изделиями, и о том, какой уникальный штрих они могут придать нашему индивидуальному стилю. Не могу не согласиться. Каждая находка в благотворительном магазине имеет свою историю и свой характер, что делает ее еще более особенной и значимой. Давайте будем дорожить находками наших благотворительных магазинов и побуждать других исследовать чудеса подержанных покупок. Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать свои находки в благотворительных магазинах и поделиться радостью экологичной моды с другими. Спасибо, что познакомили меня с миром покупок в комиссионных магазинах, Джон. Это был восхитительный опыт. Добро пожаловать, Анна. Было очень приятно. Давайте продолжим пользоваться находками комиссионных магазинов и делать осознанный выбор модной одежды. Вперед, перед нами будущее, наполненное стильными и экологичными модными моделями, вдохновленными приключениями в наших комиссионных магазинах. Приветствую вас, Анна. Пусть находки наших благотворительных магазинов вдохновят других на изучение красоты экологичной моды. Урок 15. Продолжительность пребывания в маленьком городе. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно переехала в небольшой городок неподалеку. Как долго ты там пробудешь? Привет, Джон. Да, я переехал в этот маленький городок. Что касается моего пребывания, я планирую пробыть здесь как минимум год. Похоже, это достаточно времени, чтобы погрузиться в жизнь сообщества и изучить все, что может предложить город. Абсолютно.
Я хочу познакомиться с местными жителями, принять участие в местных мероприятиях и по-настоящему ощутить очарование жизни в маленьком городке. Это отличная возможность познакомиться с людьми на более глубоком уровне и построить прочные отношения в сообществе. Не могу не согласиться. Небольшие города часто имеют сплоченное сообщество, и я с нетерпением жду возможности стать его частью во время моего пребывания. Вы уже открыли для себя интересное место или развлечение в городе? Да, я уже нашла несколько скрытых сокровищ. Поблизости есть прекрасный парк, где я люблю проводить вечера, и причудливое кафе, где я люблю отдыхать. Звучит замечательно. Простота и спокойствие небольших городов могут быть весьма освежающими по сравнению с городским шумом и суетой. Действительно, это приятная смена темпа, и я ценю медленный ритм жизни в этом маленьком городке. Рада это слышать. Если я могу чем-нибудь помочь вам освоиться или если вам нужны рекомендации, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо, Джон. Я ценю твою поддержку. Я обязательно учту это, если мне понадобится помощь или предложение. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что ты соседка в этом маленьком городке. Надеюсь, вы проведете незабываемое и насыщенное время во время вашего пребывания. Спасибо, Джон. Мне не терпится провести здесь время с пользой и оставить незабываемые воспоминания. Давайте скоро встретимся и поделимся впечатлениями от нашего маленького городка. Конечно, Анна. Мне не терпится узнать больше о ваших приключениях в маленьком городке. Заботьтесь и наслаждайтесь отдыхом. Спасибо, Джон. Также будьте осторожны, и я обязательно буду держать вас в курсе событий. Скоро увидимся. Скоро увидимся, Анна. Берегите себя и наслаждайтесь всеми чудесами жизни в маленьком городке. Урок 16. Сила знаний и изменение ситуации через осознание. Привет, Анна. Я верю, что во всех аспектах жизни знание — это сила. Распространяя осведомленность, мы можем изменить ситуацию к лучшему. Привет, Джон. Безусловно, знания позволяют нам понимать мир и принимать обоснованные решения. Благодаря осознанию мы можем добиться позитивных изменений. Оставаясь в курсе событий, мы можем решать важные вопросы и вносить свой вклад в улучшение жизни общества. Определенно. Осведомленность позволяет нам распознавать проблемы, находить решения и принимать меры для достижения ощутимых результатов. Очень важно делиться знаниями и побуждать других оставаться в курсе событий. Вместе мы сможем активизировать наши усилия по достижению позитивных перемен. Не могу не согласиться. Общаясь и обмениваясь информацией, мы расширяем наше коллективное понимание и способствуем прогрессу. Каждый небольшой шаг к повышению осведомленности может привести к значительным изменениям во взглядах, поведении и политике. Это правда. Наши действия, какими бы незначительными они ни были, могут вызвать волновой эффект и вдохновить других принять участие. Давайте продолжим заниматься самообразованием, участвовать в дискуссиях и отстаивать идеи, соответствующие нашим ценностям. Абсолютно. Таким образом, мы можем внести свой вклад в создание более информированного и сострадательного общества. Знания действительно способны изменить жизнь людей и оказать положительное влияние на людей и сообщество. Давайте воспользуемся силой знаний и продолжим менять мир к лучшему с помощью осознанности, шаг за шагом. Вместе мы можем создать лучшее будущее, предоставив знания себе и другим и развивая культуру осознания. Спасибо за эту содержательную беседу, Джон. Вдохновляет обсуждение того, какой потенциал мы можем изменить к лучшему.
Добро пожаловать, Анна. Всегда приятно участвовать в содержательных беседах с вами. Давайте продолжим учиться, развиваться и оказывать положительное влияние. В этом сила знаний и то, что мы можем изменить к лучшему с помощью осознания. Пусть мы и дальше будем стремиться к лучшему миру. Приветствую вас, Анна. Пусть наши коллективные усилия приведут к позитивным переменам и создадут светлое будущее для всех. Урок 17. В поисках редкого коллекционного предмета. Привет, Анна, ты знаешь, где я могу найти редкий коллекционный предмет? Привет, Джон. Пробовали ли вы заглянуть в онлайн-магазины или специализированные магазины, обслуживающие коллекционеров? Я несколько раз искал информацию в интернете, но мне не очень повезло. Есть ли у вас конкретные рекомендации? Возможно, вы захотите посетить аукционные сайты или посетить местные антикварные ярмарки. У них часто есть множество коллекционных предметов. Неплохая идея. Я рассмотрю предстоящие аукционы и ярмарки в моем районе. Надеюсь, я найду редкий предмет, который искал. Другой вариант — присоединиться к онлайн-форумам или сообществам, посвященным коллекционерам. Они могут предоставить ценную информацию и связи для поиска редких предметов. Я об этом не думала. Общение с другими коллекционерами может стать отличным способом расширить круг моих контактов и повысить шансы найти то, что мне нужно. Определенно. Коллекционеры часто обладают обширными знаниями и могут посоветовать, где найти те или иные предметы, или даже сами предоставить информацию. Спасибо за предложение, Анна. Я постараюсь изучить эти возможности и с оптимизмом найду редкий коллекционный предмет, который так долго искал. Добро пожаловать, Джон. Желаю вам удачи в поисках. Надеюсь, вы найдете коллекционный предмет, который доставит вам радость и удовлетворение. Я ценю твою поддержку, Анна. Я буду держать вас в курсе моего прогресса. Кто знает, может, однажды я смогу показать вам свою редкую находку. Это было бы замечательно, Джон. Мне не терпится узнать о вашем успехе и воочию увидеть этот редкий коллекционный предмет. Еще раз спасибо, Анна. Ваша поддержка очень много значит для меня. Я сделаю все возможное, чтобы найти этот неуловимый предмет и сделать его заветным дополнением к моей коллекции. Я верю в твою решимость, Джон. Уверен, что ваша страсть к коллекционированию приведет вас к этой редкой находке. Удачи! Я ценю твою веру в меня, Анна. Я буду продолжать поиски и не теряю надежды. Спасибо за поддержку и добрые пожелания. Урок 18. Я на двух колесах — сложный, но в то же время приносящий удовлетворение опыт. Привет, Анна. Недавно я решила бросить себе вызов и научиться ездить на велосипеде. Это был довольно сложный опыт, но чувство выполненного долга того стоило. Привет, Джон. Это замечательно. Научиться ездить на велосипеде может быть непросто, но это открывает совершенно новый мир возможностей и свободы. Действительно, Анна. Первые этапы немного нервничали, так как я не могла найти равновесие и скоординировать свои движения. Совершенно нормально так себя чувствовать, Джон. Езда на велосипеде требует координации и практики, но со временем это становится привычным явлением. Я выстоял и регулярно тренировался, постепенно обретая уверенность в себе с каждой попыткой. Ощущение, что я наконец-то ехал гладко, не давало покоя. Могу себе представить. Езда на велосипеде дает уникальное чувство свободы и независимости. Это позволяет вам исследовать окрестности и наслаждаться ими по-новому.
Конечно, Анна. Я начала ездить по близлежащим тропам и паркам на велосипеде, и это освежающее отличие от моей обычной рутины. Езда на велосипеде также приносит различные преимущества для здоровья, такие как улучшение сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости. Это отличный способ оставаться активным. Это еще один аспект, который я ценю. Езда на велосипеде позволяет мне включить физическую активность в повседневную жизнь, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе. Приятно слышать, как вы восприняли этот новый опыт, Джон. Уверен, что он и впредь будет приносить вам радость и удовлетворение. Спасибо, Анна. Для меня это было революционное путешествие, и я рада, что решила научиться кататься на велосипеде. Ты должен гордиться собой, Джон. Принимая новые задачи и выходя из зоны комфорта, мы растем и открываем для себя новое увлечение. Не могу не согласиться, Анна. Важно постоянно работать над собой и пробовать что-то новое. Кто знает, какие еще захватывающие приключения ждут вас. Именно так, Джон. Жизнь полна возможностей для роста и самопознания. Мне не терпится увидеть, куда приведет вас вновь обретенная любовь к велоспорту. Спасибо за поддержку, Анна. Я благодарна за то, что отправилась в это путешествие, и с нетерпением жду возможности поделиться с вами новыми велосипедными приключениями. Добро пожаловать, Джон. Я здесь для того, чтобы подбадривать тебя на каждом шагу. Продолжайте крутить педали и наслаждаться свободой на открытой дороге. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за то, что вы такой замечательный друг. Давайте останемся открытыми для новых впечатлений и продолжим радоваться открытиям. Конечно, Джон. Впереди еще больше увлекательных приключений и личностного роста. Желаю вам счастливых поездок. Ура, Анна! Спасибо за добрые слова и поддержку. Давайте воспользуемся каждым моментом по максимуму и насладимся путешествием. Урок 19. Изучение дальнейших дискуссий в будущем. Привет, Анна. У меня было несколько отличных идей для обсуждения, но давайте углубимся в них в следующий раз. Привет, Джон. Звучит интригующе. Мне не терпится услышать ваши идеи, но лучше сохраните их для более подробного обсуждения. Я считаю, что наши темы заслуживают должного внимания и времени для изучения. Было бы полезнее посвятить им отдельную сессию. Конечно, Джон. Выделив время этим обсуждениям, мы сможем углубиться в детали и провести более содержательный обмен идеями. Я ценю твое понимание, Анна. Для плодотворного разговора важно уделять этим темам то внимание, которого они заслуживают. Я полностью согласен, Джон. Очень важно вести целенаправленные беседы, в ходе которых мы могли бы тщательно изучить различные точки зрения и идеи. Давайте назначим время для нашего следующего обсуждения. Таким образом, мы сможем подготовиться и извлечь максимум пользы из нашей беседы. Похоже на план, Джон. Мы можем уделить достаточно времени каждой теме, не вдаваясь в подробности. С нетерпением жду нашей следующей беседы. Будет интересно углубиться в эти идеи и принять участие в дискуссиях, заставляющих задуматься. Точно так же, Джон. Мне не терпится услышать ваши мысли и поделиться своим мнением по интересующим вас темам. Спасибо за понимание, Анна. Ваша готовность к вдумчивым беседам делает наши обсуждения еще более насыщенными. Мне очень приятно, Джон. Я считаю, что содержательные беседы являются катализатором личностного и интеллектуального роста. Действительно, Анна.
Наши обсуждения всегда были содержательными, и я не сомневаюсь, что наша следующая беседа будет столь же содержательной. Спасибо за начало этих обсуждений, Джон. Я ценю ваш вдумчивый подход к нашим беседам. Добро пожаловать, Анна. Мне очень приятно участвовать в этих беседах с вами. Я скоро свяжусь с вами, чтобы назначить наш следующий сеанс. С нетерпением жду твоего сообщения, Джон. Давайте продолжим изучать новые идеи и расширять кругозор в беседах. Конечно, Анна. А пока будьте осторожны, и давайте с нетерпением ждем нашей следующей интересной беседы. Точно так же, Джон. Будьте осторожны, и я с нетерпением жду нашего следующего разговора. Урок 20. Планирование наверстывания упущений и обсуждение прогресса. Привет, Анна. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались. Давайте вскоре назначим еще одну встречу, чтобы обсудить наш прогресс. Привет, Джон. Я согласен, очень важно оставаться на связи и делиться новостями о наших путешествиях. Давайте спланируем время, которое устроит нас обоих. Конечно, Анна. Наши беседы всегда были содержательными, и я верю, что обсуждение нашего прогресса откроет ценные перспективы. Я ценю твою точку зрения, Джон. Полезно размышлять о наших достижениях, проблемах и уроках, извлеченных на этом пути. Я считаю, что обмен нашим прогрессом не только помогает нам лучше понять, но и мотивирует нас двигаться вперед. Не могу не согласиться, Джон. Вдохновляет слышать о достигнутых нами вехах и целях, к достижению которых мы работаем. Давайте нацелимся на встречу на следующей неделе. Это даст нам достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к содержательной дискуссии. Звучит неплохо, Джон. Я отмечу свой календарь и позабочусь о том, чтобы у меня было свободное место. Будет здорово встретиться и обменяться опытом. Отлично. Я пришлю вам приглашение на встречу с несколькими предложенными датами и временем. Мы можем уточнить детали и подтвердить нашу встречу. Спасибо, Джон. Я ценю ваш активный подход к планированию нашего догоняющего сеанса. Жду этого с нетерпением. Точно так же, Анна. Я ценю наши беседы и рад услышать о достигнутом вами прогрессе. Это будет полезная дискуссия. Спасибо за доброе слово, Джон. Мне также не терпится узнать о ваших достижениях и поделиться своими новостями. Давайте с пользой проведем время вместе и сделаем эту встречу продуктивной и содержательной. Согласен, Джон. Уверен, что наша дискуссия даст нам ценную информацию и вдохновит нас на то, чтобы мы продолжили идти своим путем. Спасибо, Анна. Я скоро свяжусь с вами и расскажу подробности встречи. А пока берегите себя и продолжайте в том же духе. Спасибо, Джон. Я буду ждать твоего сообщения. Также будьте осторожны и давайте скоро встретимся, чтобы обсудить наш прогресс. Справиться, Анна. Будьте осторожны, и давайте с нетерпением ждем нашей предстоящей встречи с догоняющими. Урок 21. Суп с куриной лапшой и моллюсками. Ух ты, этот суп с куриной лапшой и моллюсками очень вкусный. Я рада, что тебе нравится, Джон. Всегда приятно слышать положительные отзывы. Ароматы насыщенные и приятные. Это идеальное блюдо для холодного дня. Не могу не согласиться, Джон. Тепло супа успокаивает, а сочетание курицы и моллюсков добавляет ему восхитительную изюминку. Конечно, Анна.
Ингредиенты идеально сочетаются друг с другом, создавая сытное и ароматное блюдо. Я рад, что тебе это нравится, Джон. Всегда приятно готовить блюда, вызывающие улыбки на лицах людей. Что ж, у тебя это определенно получилось, Анна. Этот суп вызвал у меня улыбку. Спасибо, Джон. Ваша признательность очень много значит для меня. Это мотивирует меня продолжать исследовать и экспериментировать на кухне. Я благодарна за твои кулинарные творения, Анна. Каждое приготовленное вами блюдо — восхитительный сюрприз. Я ценю твои доброе слово, Джон. Я рад поделиться с вами своей любовью к кулинарии. Приятно быть на стороне получателя, Анна. Ваш талант на кухне действительно впечатляет. Спасибо, Джон. Именно такие моменты делают приготовление пищи еще более полезным. Что ж, я благодарна за возможность попробовать ваши вкусные творения. Это восхитительный опыт. Я рада, что ты любитель еды, Джон. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться кулинарными шедеврами вместе. Конечно, Анна. Я с нетерпением жду наших будущих кулинарных приключений. Урок 22. Бронирование номера с видом на море. Я проверяю бронирование. Я забронировал номер с видом на море. Отлично, Джон. Я надеялся на номер с прекрасным видом на море. Я рада, что смогла выполнить твою просьбу, Анна. Всегда приятно иметь номер с живописным видом. Конечно, Джон. Просыпаться с видом на океан будет прекрасным началом дня. Не могу не согласиться, Анна. Успокаивающий шум волн и освежающий морской бриз создадут умиротворяющую атмосферу. Похоже, это идеальное место для отдыха, Джон. Я с нетерпением жду расслабления и омоложения. Я рада, что ты взволнована, Анна. Этот отпуск даст возможность расслабиться и зарядиться энергией. Спасибо, что позаботились о бронировании, Джон. Мы очень ценим ваше внимание к деталям. Добро пожаловать, Анна. Мне очень приятно убедиться, что все организовано так, как вам удобно. Я благодарна за ваши усилия, Джон. Это делает процесс планирования намного более плавным и приятным. Я стараюсь предоставить вам наилучшие впечатления, Анна. Ваше удовлетворение – мой приоритет. Твоя преданность обслуживанию клиентов заслуживает похвалы, Джон. Очень приятно, что вы помогаете нам в составлении планов путешествий. Спасибо за добрые слова, Анна. Я здесь для того, чтобы сделать ваши впечатления как можно более приятными. Удачного путешествия. Урок 23. Обращались ли вы к врачу? Доброе утро, Анна. Как вы себя чувствуете сегодня? Доброе утро, Джон. У меня была немного тяжелая ночь. У меня заболело горло, и мне стало жарко. Мне жаль это слышать, Анна. Важно заботиться о себе. Вы обращались к врачу? Пока нет, Джон. Я надеялся, что ситуация улучшится в одночасье, но, похоже, ситуация сохраняется. Возможно, лучше обратиться к врачу, Анна. Они могут дать рекомендации и обеспечить ваше благополучие. Ты прав, Джон. Я назначу встречу как можно скорее. Любые проблемы со здоровьем лучше решать как можно раньше. Это мудрое решение, Анна.
Ваше здоровье всегда должно быть в приоритете. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь вам. Спасибо, Джон. Твоя забота очень много значит для меня. Я ценю вашу поддержку. Я здесь для тебя, Анна. Мы команда, и я хочу убедиться, что вы скоро почувствуете себя лучше. Я благодарна за понимание, Джон. Обнадеживает то, что за мной кто-то присматривает. Мне очень приятно, Анна. Позаботьтесь о себе и не стесняйтесь обращаться к нам, если вам что-то понадобится. Я так и сделаю, Джон. Спасибо за вашу доброту и поддержку. Я буду держать вас в курсе моих достижений. Пожалуйста, сделай это, Анна. Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя лучше. Отдохните и получите необходимую помощь. Урок 24. Авторемонтная мастерская Адама. Здравствуйте, это авторемонтная мастерская Адама. Да, так и есть. Чем я могу помочь вам сегодня? У меня возникли проблемы с машиной, и мне было интересно, не могли бы вы взглянуть на нее? Конечно, мы будем рады помочь. Похоже, в чем проблема с вашим автомобилем? Я слышу странные звуки из двигателя, и машина немного тормозит. Понимаю. Важно оперативно решать эти проблемы. Когда вам будет удобно привезти машину? Я буду свободна завтра после обеда. Тебе это подойдет. Завтрашний день у нас работает. Мы назначим вам встречу. Как тебя зовут, пожалуйста? Меня зовут Джон. Спасибо за помощь, Анна. Добро пожаловать, Джон. Мы здесь для того, чтобы предоставлять качественные услуги. Мы обязательно диагностируем проблему и вернем ваш автомобиль в путь. Я ценю твой профессионализм, Анна. Я с нетерпением жду возможности привезти свою машину завтра. Мы будем готовы принять тебя, Джон. Спасибо, что выбрали автомастерскую Адама. Увидимся завтра. Урок 25. Вы позвонили в полицию. Простите, могу я вам помочь? Да, пожалуйста. Меня только что ограбили. Ты можешь мне помочь? Мне очень жаль это слышать. Сохраняйте спокойствие и давайте посмотрим, что мы можем сделать. Ты позвонил в полицию? Пока нет. Я немного ошеломлена. Не могли бы вы помочь мне связаться с ними? Конечно, Анна. Я немедленно позвоню в полицию. Вы знаете свое местоположение? Я на улице Вязов, недалеко от угла Мейн-стрит. Спасибо, Анна. Я сообщу полиции об инциденте и сообщу ваше местоположение. Я очень ценю твою помощь, Джон. Я сейчас очень потрясена. Понимаю, Анна. Ситуация печальная, но мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Думаю, мне придется аннулировать свои кредитные карты и сообщить об этом банку. Не могли бы вы помочь мне в этом процессе? Конечно, Анна. Я помогу вам аннулировать ваши кредитные карты и связаться с вашим банком, чтобы сообщить об инциденте. Твоя поддержка очень много значит для меня, Джон. Не знаю, что бы я делал без твоей помощи. Я здесь для тебя, Анна. Мы разберемся в этом вместе. Не забудьте сделать глубокий вдох и оставаться сильными. Спасибо за утешительные слова, Джон. Я благодарна за то, что ты рядом со мной в это трудное время. Добро пожаловать, Анна.
Мы предпримем необходимые шаги для обеспечения вашей безопасности и оказания необходимой поддержки.